Для приготовления медовика «Красный бархат» нам понадобятся яйца, мука, какао, уже перемешанное с мукой, мед, сахар, сливочное масло, немного красного красителя и немного пищевой соды. И для начала нам необходимо заварить тесто. Яйца, добавляем сахар, мед. Кстати, если у вас аллергия на мед, вы его можете заменить на имбирный сироп. И сливочное масло. Все это нам необходимо положить в сотейник с толстым дном. Добавим половину чайной ложки красного красителя. Краситель можно использовать любой, можно жирорастворимый, можно водорастворимый. У меня жирорастворимый красный краситель фирмы Гузман. И теперь при постоянном помешивании доводим нашу смесь до горячего состояния, не до кипения. Почему мы используем именно сотейник с толстым дном? Для того, чтобы нагревалась смесь не так быстро, не так интенсивно и яйца не сварились. Я обычно трогаю сотейник, он должен быть достаточно горячий, то есть подогреваем буквально до 60-70 градусов, не кипятим. Выключаем и добавляем соду. Теперь нам необходимо оставить наше заварное тесто остыть до комнатной температуры. Время от времени подходите и перемешивайте. У вас будет образовываться шапочка от соды. Заварная основа остыла, и сейчас я добавляю полностью сразу муку вместе с какао. Замешиваю тесто. Вымесила тесто, оно получается достаточно жидким, поэтому убираем его на стабилизацию либо в холодильник, либо в морозильную камеру. Для этого нам нужно переложить его в пищевую пленку. Стабилизируем его в холодильнике целую ночь, а в морозильной камере достаточно будет всего лишь пару часов. Пока тесто стабилизируется, сделаем с вами крем. Крем у нас будет на основе сметаны. Сметану я использую 20%. Также добавлю сливок, немного маскарпоне и сахара. Все ингредиенты просто складываем в единую тару и будем взбивать. Крем готов. Он получился в состоянии такой густой-густой сметаны. Его пока уберем в холодильник и займемся раскаткой коржей. Тесто стабилизировалось, и сейчас мы можем приступить к раскатке коржей. Обработали мукой поверхность рабочую, обработали мукой тесто и раскатываем. Теперь переносим тесто на пергамент. И раскатываем дальше. Толщина коржа должна быть примерно 2 мм. Обрезаю кольцом. У меня 24 диаметр. Вы можете использовать любой диаметр. У вас торт получится либо уже и выше, либо наоборот шире и ниже. Обрезаю кольцом, убираю лишнее тесто. Прокалываем корж вилочкой. И отправляемся выпекать в заранее разогретую духовку при температуре 200 градусов. Режим конвекция вверх-вниз. Почему конвекция? Потому что я буду выпекать сразу на нескольких уровнях. И также раскатываю остальные коржи. Коржи испеклись. Кстати, коржи пекутся примерно 5-7 минут. Готовность проверяйте пальчиком. Ну а теперь приступаем к сборке торта.
Собирать я буду в кольце, потому что крем у нас достаточно нестабильный и торт может поползти. Чтобы этого не случилось, воспользуйтесь кольцом. Кладем корж, кладем крем. Распределяем его так, чтобы буквально 5 миллиметров не доходило до конца коржа. Почему мы так делаем? Потому что при стабилизации, когда торт дает усадку, крем расползается и, получается, заполняет вот эти пустоты. А если мы нанесем очень много крема, то, соответственно, он будет выходить за пределы торта, и в дальнейшем торт может упасть. Поэтому лучше не докладывать. И продолжаем собирать торт. Торт я собрала, упаковала в пищевую пленку и убираем на стабилизацию в холодильник на целую ночь. Торт стабилизировался, и сейчас мы будем его с вами декорировать. Крем для обмазки я тоже делаю на основе сметаны, но только добавляю больше сыра. Все пропорции у вас написаны в технологической карте. Готовится он точно так же легко и просто, все ингредиенты просто смешиваем. Нам не нужно идеальное выравнивание, нам просто нужно покрыть торт сверху кремом. Я использую палетку, даже не буду использовать шпатель. Тортик я обмазала, и у меня остались 2 коржа, которые я специально не положила в торт, и сейчас нам необходимо их измельчить. Ну а теперь обсыпаем медовик крошкой. И вот такой красный бархат медовик у нас получился. Ну что, посмотрим разрез. Ну какой красавец! Приятного аппетита!